Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня мы с вами распакуем целых два аромата. Это вот такой вот аромат Dessert of My Heart от Синонимов и Eisenberg Love Affair. Причем вот это вот парфюмерная вода для мужчин. Есть еще с таким же названием женский аромат. Я сознательно выбрала эту версию. Расскажу потом, почему решила именно ее взять. Давайте начнем вот с этого аромата. Это новинка. Новинка этого года. Представляете, кстати, смотрите, какой, если вы не видели, какие красивые упаковки у Синонимов. И я сейчас вспомнила, что кроме того, что это красивые упаковки, они еще очень хорошо запакованы, и нужны ножницы, чтобы вот здесь вот сделать такой разрез. А я их забыла. Взяла ножницы, давайте продолжим распаковывать аромат. Я уже посмотрела обзоры на этот аромат. Вообще случайно обнаружила на Фрагрантике, да, что вышел новый аромат у Синонимов. Я не знала. Друзья, если вы хотите потестить, да, ароматы от Синонимов, то они есть в Золотом Яблоке, и также их можно заказать на Wildberries и, по-моему, Озон еще. Так, ну, здесь вот, как всегда, да, я уже видела, конечно, как это все выглядит. Ателье Модерн, такой вот тут идет пробник. И давайте же, наконец-то, сам аромат потестируем. С одной стороны, когда он вышел, и мне было очень интересно узнать, что такое, я посмотрела отзывы. А с другой стороны, я потом пожалела, потому что когда ты вот вообще не слышишь ничего об аромате, у тебя более такое объективное мнение, а так, конечно, уже чего-то ждешь. Так, нанесу сразу же на себя. Угу. Ну вот, очень жаль, что я реально послушала отзывы, потому что я прям ждала этого. Я это сейчас чувствую. В начале аромата, правда, есть такая пряно-фужерная композиция, которая больше уходит в мужскую сторону. Это, да. Но я вот уже сейчас чувствую, что база у этого аромата, она сладкая. Там, по-моему, даже заявлена карамель. Вообще я чувствую цветочность здесь, однозначную пряность и такую сладкую карамельно-древесную базу. Но вот эта вот начальная нота, да, вот такая фужерная, свежая, немножко зеленая, она остается. И есть все равно, я чувствую тут почерк самих Синонимов, такая теплая, древесно-сандаловая, пряная нота, да, вот она прям одна, вот одна какая-то молекула, и ее я чувствую в Ателье Модерн, ее я чувствую в Роджер, и она же есть, мне кажется, в White Widow. Ну, она не, то есть это не прям вот один аромат, да, который повторяется, это какая-то одна нота, какой-то почерк бренда, который я ощущаю вот в этих трех ароматах. Я вполне могу такой носить, кстати. Вот вполне даже на моей холодной коже. Он не одеколонит, поймите правильно. То есть это не одеколонистость, а для меня это именно вот такой мужской пряно-древесный фужер. И даже это не заявлено. Ну, как будто тут есть какая-то гранатовая нота. Мне очень напоминает, у меня есть два аромата с гранатом, и вот просто я узнаю этот немножечко кислый, сладкий, ни с чем не перепутать этот аромат, то есть это не цитрус. В общем, я вам рассказала свои впечатления именно вслепую, да. Я смотрела пирамиду, но я, конечно, ее забыла. Амбр анималик, фрукты, фруктовые, ванильно-бальзамический, пряный, древесный, цитрусовый, мускусный аромат. У него очень такой сильный, как здесь заявлено, да, шлейф должен быть. Мне нравится это сочетание, вот правда, какой-то свежей ноты,
из этого фужера мужского и теплой пряной базы, сладкой, сладковатой. В общем, это мое первое впечатление. Я обязательно, конечно, буду еще рассказывать об этом аромате, как он себя ведет. Вот сейчас еще у нас такая прохладная погода, ветреная, да. И мне кажется, что он на мне, на моей холодной коже должен красиво раскрываться в более теплое время. Может, даже в жару. Надо тестировать. Еще один аромат. Я его уже поносила хорошо на себе. Это Goodbye Darkness. И он стартует, я даже сначала не поняла. Мне показалось, что там какой-то тропический фрукт, но в то же время я почувствовала там яблоко, и яблоко похожее на пальп из Байреда. Потому что там я тоже все время чувствую вместо яблока какой-то тропическую, такой прям насыщенные тропические фрукты, прям такие очень-очень зрелые. И здесь я тоже вот такое вот почувствовала, вот такое яблоко. И одновременно с этим, да, я не могла долго распознать, думаю, какая-то очень знакомая нота, а это корица, но она стартует как какой-то такой темной корицей, даже вот настолько эта нота, что мне даже в какой-то момент показалось, что это ладан. Ладан, но нет, потом аромат усаживается, и это прям четко чувствуется печеное яблоко, корица, и меня это отнесло к Angel Share от Kilian. Вот это, там не заявлено, кстати, яблоко и корица, но я все время там чувствовала яблоко с корицей. И вот здесь я тоже это ощутила. Но аромат, я даже потестила их параллельно, этот все-таки он немножко другой. Он в итоге пахнет уже в шлейфе таким яблочным пирогом с корицей. Это мне муж сказал, мы гуляли. Причем он такой интересный, я его на себе уже перестала ощущать. Я им так от души побрызгалась. Ну как от души, как всегда. Сюда нанесла, на запястье нанесла, на затылок. И мы пошли гулять. Было очень ветрено, и мне казалось, что аромат уже с меня слетел. А муж мне говорит, от тебя очень сильно шлейфит. Имей в виду, чтобы ты знала. А я вообще от себя его уже не чувствовала. И он говорит, что пахнет прям таким свежеиспеченным яблочным пирогом с корицей. Вот такой вот у него интересный шлейф. То есть и пересечение с Angel Share однозначно есть яблоко, корица. Я вот алкогольные нотки, я не знаю. Когда у меня началась эта параллель, я уже там стала чувствовать что-то алкогольное, но я не уверена, да. Потому что именно такой есть эффект, когда мозг начинает дорисовывать, если ты чувствуешь что-то знакомое, и он начинает там дорисовывать, типа, я знаю, и он, правда, такое бывает. Но вот, да, со стороны человек говорит, что пахнет именно таким пирогом. Это очень, с одной стороны, да, это сладко, но мне кажется, что это аромат, который можно будет носить не в жару, но даже в теплое время. Но, конечно, это надо еще тестировать. Сейчас в прохладу, ветреная погода, прогулка, это было просто идеально для этого аромата. Очень красиво. Goodbye Darkness. Название мне очень нравится. Полностью согласна. Этот, кстати, аромат, он прям так шлейфит. И такое необычное сочетание все-таки. Округлый такой шлейф, фужерный. И вот это вот, может, тут фиалка есть. Может быть, кстати. И вот этот вот теплая такая база. Так, кстати, когда слышала об этом аромате отзывы, да, вот тоже говорили про фужерный, говорили, что он больше в мужскую сторону. И я согласна вот с этим аспектом. Но дальше, как описывают, да, люди очень по-разному это воспринимают. И вот Atelier Moderne, White Widow и этот аромат, они очень необычные, и их сложно вот так однозначно сказать, чем это пахнет. Да? Там клубникой,
или, я не знаю, маршмеллоу, или жасмин. Вот здесь так сложно сказать. Это прям очень такой аромат абстрактный, сочетание как теплого, так и холодного, очень сложный аромат. Поэтому, конечно же, его лучше тестировать. Давайте откроем мой первый Айзенберг. Я его не тестила. Я, точнее, когда-то к Айзенбергам подходила, как-то потестила что-то и ушла. У меня такое было с Нарциссо Родригесами тоже. Я тоже помню, как-то их потестила и ушла. Не было. Почему-то меня ничего тогда не зацепило, да. Сейчас это мой самый любимый бренд. И также с этим. И поэтому, да, здесь, в Испании, его просто я нигде не могла найти в офлайн. Вот просто нет. А мне захотелось познакомиться с этим брендом. Мне вы очень часто советовали, спрашивали меня, что мне нравится, что я знаю. Я к своему стыду вообще с этим ароматом, можно сказать, не знакома. Да? Когда ты один раз подошел, что-то на блотере, один раз на запястье нанес, это незнакомство с брендом. Так, еще одно препятствие. Это, конечно, очень хорошо, просто вот здесь вот тоже есть такая наклеечка. Сейчас мы ее отрежем. Друзья, кстати, забыла сказать вам, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если вдруг у вас как-то не очень показывает YouTube, то я туда дублирую все видео. Также рассказываю про свою жизнь в Испании. Ой, так, кстати, да, тут же очень интересная вообще упаковка аромата. Тут есть даже такая книжечка. Точно, я уже совсем забыла. Кстати, этот аромат я покупала в Летуале. Давайте. И про Летуаль я уже вот пожалела, что я в том ролике сказала, когда распаковывала оттуда Royal Musk Нектар, что мне по флакону, да, у меня вызвали сомнения, подозрения в подлинности этого флакона первый раз, когда я его открыла. Но по запаху, по фотографиям, которые я нашла из сайта самого Микалев, по фотографиям других людей, да, которые покупали вообще здесь, в Европе, этот аромат. Блогер испанская, я ее посмотрела, она показывала этот флакон очень близко со всех сторон. В общем, я поняла, что мой флакон парфюмерной воды Royal Musk какого-то там, не помню, 9-летней давности, не помню, какой-то год, это получается 22, господи, какой 20-то, 16-й год, 17-й год, да, когда у меня появился мой аромат. И сейчас качество разное, и такое вот, оказывается, случается, да. Даже, кстати, аромат сейчас другой. Я заказывала на самом сайте Микалев, и аромат тот, который был у меня, и тот, который современный, они тоже отличаются. Поэтому, друзья, если вы сравниваете, да, вот купили новый аромат, и помните его каким-то давнишним еще, даже, может быть, 3 года назад, да, уже все может, и упаковку перевыпустить, и формулу изменить, сразу не паникуйте, да, успокойтесь, возможно, производитель сменил упаковку, как-то ее сделал попроще, или, может быть, изменил формулу. Все бывает, да. И сейчас, кстати, есть тенденция, что ароматы, которые вот раньше были очень стойкие, шлейфовые, насыщенные, их делают полегче. Такая вот тенденция прослеживается. Это я к тому, что не бегите сразу же в панике, не думайте, что точно вас обманули, это подделка. Изучите сначала хотя бы, да, вот в интернете поищите отзывы других людей, фотографии, да, может быть, вот тоже кто-то напишет, что я помню, аромат был такой стойкий, шлейфовый, а сейчас какой-то ни о чем. Такое бывает. Я вот просто, если бы я на официальном сайте не заказала, еще могли бы быть сомнения. Но я заказывала Микалев Royal Musk на официальном сайте, современную вот версию сейчас, и сравнила со своей 9-летней давности. И даже, ладно, 9-летняя она могла там начать испаряться, измениться, но я помню
насколько тогда был аромат стойкий, шлейфовый, и какое было у него начало, какой старт, и какой сейчас у нового аромата. Они отличаются. Мне, конечно, нравилась старая версия. Все, давайте. Расскажу вам, почему я взяла мужскую версию Love Affair. Потому что многие очень люди писали, что вот эта вот мужская версия, она практически идентична с женской, но у нее большая стойкость и больший шлейф. Сразу могу сказать, что это не похоже на аромат Lacoste Pour Elle. С ним, по-моему, да, вот я могу путать, Pour Elle, по-моему, называется. Не похоже. Да, я чувствую тут в начале немножечко как будто бы розовый перец. Какая-то такая пудровая невесомость, как вот просто кремовость, как будто крем для тела, очень-очень деликатный. Очень деликатный аромат. Я просто не представляю, какая женская версия Love Affair. Кстати, даже у женской и мужской версии у них абсолютно идентичные пирамиды, что тоже удивительно. Тут чай, вот перец, pink pepper, розовый перец. Чувствую розовый перец. Наверное, вот это такое пересечение с этим с Lacoste. Жасмин, роза, фиалка. Сандал, амбра, гелиотроп и мускус. Ну, конечно, аромат абсолютно абстрактный. То есть вот перец еще вначале я чувствую такой, опять же, деликатный, молекулярный аромат. Про такие обычно говорят, что это чисто молекулярный аромат. Но у него такой очень приятный, кремовый, уходовый, свежий шлейф. Да, вот он все-таки в сторону свежих ароматов. Аромат чистоты, но не прямолинейный, не в лоб. Я люблю такое, кстати. Вот сейчас появляется какая-то такая очень деликатная сладость. Сейчас в раскрытии чуть-чуть есть пересечение, да, с Lacoste. Но тот аромат яркий, тот прям стартует так, что его ты не можешь сказать, что он какой-то близко к телу, невесомый, его прям очень хорошо чувствуешь сразу. Ой, мне нравится, я люблю такое. И это очень дорого звучит. Кстати, это настолько вот абстрактно и настолько как будто вот эти вот все ингредиенты дорогие, ни один не выбирает, и как будто это молекулярное все. Знаете, как такая высокая молекулярная кухня. Мне очень нравится. Вот здесь вот у Desert My Hat от синонимов уже уходит вот эта фужерность, кстати, верхних нот. Я думаю, что этот аромат на горячей коже или в жаре, он будет... Вот эта фужерность, она будет прям оттенком идти. Он к базе очень сильно изменится. Интересно. Так, и еще один аромат, про который я вам хочу рассказать. У меня пока он только в тестере. И куда я его дела? Вот он. Нет. Вот он. Это аромат Parlez-moi de Parfum Comete Paradis. Я хотела, честно говоря, схватить флакон вслепую. Была у меня такая идея. Но меня остановили отзывы, они были очень на этот аромат неоднозначные. Здесь интересная пирамида. Сандал, кокос, вот вроде кажется ничего необычного, но здесь есть какао. И мне показалось, что как это так, да? Если правда там чувствуется какао, то как его можно вписать? И, честно говоря, я не знаю, потому что я тут какао как таковое не чувствую. Здесь есть для меня в аромате какая-то пряность. Какао или пряность, она в окружении соленого сандала, даже рассольного. Причем стартует все сразу же этим рассолом. Если вы не любите рассольный сандал, то я вам вообще не рекомендую с этим ароматом связываться. Ни в коем случае.
И еще я тут чувствую потрясающий кокос. Кокос тот самый, который мне очень понравился, который я первый раз встретила у Zarka Parfum The Beach. И сейчас я его нашла только вот здесь. Он мне очень, этот кокос, нравится. Но, да, в отличие от Zarka Parfum, где очень громко звучит эта нота, и она главенствующая, тут нет. Тут главный все-таки сандал. Но вот есть в аромате еще какая-то такая небольшая сладость, и, возможно, это придает вот эта воображаемая нота какао и кокоса. Есть... Я не знаю, вот мне в принципе нравятся такие ароматы, и такой кокос, и такой сандал мне нравится, но у меня, когда я увлеклась вот таким типом ароматов, у меня уже скопилось их нормально, и поэтому я не знаю, у меня просто рука бы потерялась, к чему потянуться ей, когда я выбираю аромат из этого направления. Их просто, они очень похожи, да, они похожи этим рассольным сандалом. Аромат звучит очень красиво, очень дорого, ну, при условии, что вы любите рассольность в ароматах. Но я говорю, у меня лично, я не жалею, что я не схватила флакон вслепую, я буду носить его, но, может быть, когда у меня закончится, да, вот этот вот маленький от Левант, я захочу и целый флакон. Но пока я говорю, что у меня просто подобного направления очень много. Но, опять же, да, это не тот рассольный сандал, который в Le Labo Santal 33. Нет, нет, здесь он теплый. Там вот прям какая-то подошва это идет кожаная, там он какой-то холодный. Еще фиалка потом там присоединяется, такая, как свеженапечатанная продукция. То здесь аромат однозначно теплый. Но буду еще носить, может быть, он в другую погоду откроется как-то по-иному. Вот, друзья, такие у меня новые ароматы. Делитесь в комментариях, что у вас появилось нового, какие у вас парфюмерные открытия. Очень, конечно, мне нравится. Мне нравится, я не пожалела, что я взяла мужскую версию, потому что я люблю интимные ароматы, люблю, когда они там не будут заполнять собой целые кварталы. Но если как бы это считается погромче, то я не представляю, какой там женская версия. Вот это прям становится еще интереснее. Уходит вот эта фужерность на второй план, и выходит такая сладкая, теплая, древесная база. И это вот нота фирменная синонимов. Буду носить, буду вам еще, конечно, рассказывать об этих ароматах. Все, друзья, спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, не забудьте подписаться на этот канал, если вы еще этого не сделали. Оставляйте комментарии, пишите, что хотите. Ну, конечно, с уважением ко мне, к себе и друг к другу. И, как всегда, обязательно будьте счастливы. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.